Утро в тропическом лесу всегда начинается с многоголосья. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь плотный изумрудный полог пальм и раскидистых папоротников, золотили влажную траву. Лес жил своей размеренной жизнью. Стрекотали цикады, в вышине перекликались птицы, а внизу, среди густого подлеска, делал свои первые осторожные шаги маленький пятнистый олененок. Ей было от роду всего несколько недель. Тонкие хрупкие ножки ступали по мягкому мху почти неслышно. Окружающий мир казался бесконечным лабиринтом запахов и звуков. Мать паслась неподалеку, но любопытство манило малышку вперед, за трепещущей на ветру бабочкой, за игрой солнечных зайчиков на сочных листьях. Она не знала, что прямо посреди буйной зелени таится невидимая ловушка. Старый колодец, глубокая каменная шахта, вырытая человеком много лет назад и давно забытая, был скрыт плотным ковром вьющихся лиан. Стены его поросли влажным мхом, а на дне, на глубине многих метров, темнела бездонная холодная вода. Один неверный шаг. Хрупкая ветка предательски хрустнула под крошечным копытцем, земля ушла из-под ног, и мир опрокинулся. Короткий испуганный вскрик потонул в каменной пасти колодца. Глухой всплеск разорвал тишину подземелья. Ледяная вода сомкнулась над головой олененка. Малышка отчаянно забила ножками, пытаясь удержаться на поверхности, но высокие отвесные стены не давали ни малейшей опоры. Камень был скользким от водорослей, а выбраться наверх не было никакой надежды. Проходили минуты, превращаясь в бесконечность. Силы таяли с каждым ударом крошечного сердца, холод сковывал мышцы, а дыхание становилось все тяжелее. Наконец, устав бороться, маленькое тело замерло на темной глади воды, безвольно покачиваясь среди каменных стен. В деревне, расположенной неподалеку от лесной опушки, обычный день был нарушен тревожным криком. Местные жители, проверявшие периметр сада, услышали странный шум в районе заброшенных колодцев и, заглянув в шахту, с ужасом увидели на воде безжизненное пятнистое тельце. Счет шел на секунды. В таких ситуациях надеяться можно было только на спасателей дикой природы, людей, чья жизнь посвящена защите тех, кто не может попросить о помощи человеческим языком. Когда весть дошла до спасателя, он не раздумывал ни мгновения. Быстрый сбор снаряжения, страховочные обвязки, альпинистские веревки, карабины, сухие полотенца и плетеная корзина. Через несколько минут команда уже мчалась по узким грунтовым тропам к месту происшествия. У кромки колодца собрались встревоженные люди. Спасатель подошел к каменному краю и посмотрел вниз. Глубина колодца поражала. Каменная кладка уходила во тьму, где отражался лишь бледный лоскут неба. Там, у дальней стены, неподвижно лежала малышка. Она не двигалась. Ее мордочка едва держалась над водой, а глаза были полуприкрыты. «Она не шевелится», — тихо произнес кто-то за спиной. «Опоздали?» «Пока она на воде, надежда есть», — твердо ответил спасатель, затягивая ремни страховочной системы на поясе. «Держите веревку крепко! Быстро!» Спуск по скользким каменным стенам требовал предельной концентрации. Веревка натянулась, спасатель перевалился через край и стал быстро уходить вниз, отталкиваясь ногами от замшелой кладки. Вокруг пахло сыростью, затхлой землей и холодной водой. С каждым метром звуки внешнего мира становились глуше, сменяясь гулким эхом капель, срывающихся со сводов. Когда ноги коснулись поверхности воды, спасатель ощутил ее пронизывающий холод. Но главной проблемой было расстояние. Олененок дрейфовал у противоположного края колодца, куда натянутая вертикально веревка не позволяла дотянуться прямо. Каждая потерянная секунда уменьшала шансы на спасение. Спасатель уперся ногами в каменный выступ, сгруппировался и оттолкнулся изо всех сил,
раскачиваясь на тросе, словно маятник над черной бездной. Первый взмах — пальцы рассекли воздух всего в паре дюймов от шкуры олененка. Неудача. Второй взмах — волна от движения спасателя слегка качнула тельце. На третьем рывке, выбросив руку вперед в максимальном напряжении, мужчина, наконец, сомкнул пальцы на промокшей шерсти олененка и крепко прижал его к себе. Малышка была пугающе легкой, совершенно обмякшей и ледяной. Голова безжизненно запрокинулась назад, из приоткрытого ротика сочилась вода, а в груди не чувствовалось ни малейшего биения пульса. Она не дышала. Оказавшись в подвешенном состоянии, одной рукой цепляясь за мокрую трубу и веревку, а ногами балансируя над водной гладью, спасатель не мог ждать подъема наверх. Подъем занял бы драгоценные минуты, которых у детеныша просто не было. Действовать нужно было прямо здесь, в каменной ловушке посреди холодной воды. Положив крошечное тельце себе на колени и придерживая его левой рукой, спасатель начал непрямой массаж сердца. Быстрые, ритмичные, но осторожные нажатия основанием ладони на маленькую грудную клетку. 1, 2, 3, 4. Никакой реакции. Тельце оставалось вялым, а лапки свисали вниз, словно у тряпичной куклы. Спасатель склонился ближе. Очистив дыхательные пути олененка от слизи и воды, он плотно обхватил губами влажную мордочку малышки и сделал первый осторожный вдох рот в нос. Затем снова массаж. Серия быстрых нажатий, чтобы заставить остановившееся сердце прокачать кровь. Сверху доносились приглушенные возгласы людей, затаивших дыхание. Никто не проронил ни слова. Все понимали, что на дне колодца происходит отчаянная борьба со смертью. Второй искусственный вдох. Снова массаж. «Ну же, давай, борись, дыши», — шептал спасатель сквозь зубы, не прекращая компрессий. Казалось, надежда тает. Прошло уже больше минуты непрерывной сердечно-легочной реанимации в невероятно тяжелых условиях, на весу, когда мышцы самого спасателя дрожали от колоссального напряжения. Но сдаваться он отказывался. И вдруг произошло то, что заставило сердце каждого очевидца дрогнуть. Грудная клетка олененка судорожно дернулась. Малышка вытолкнула остатки воды из легких и издала слабый, едва слышный хриплый звук. Тихое детское блеяние. Ее веки дрогнули, и темные влажные глаза приоткрылись, ловя слабый свет, падающий сверху. Она задышала. Эхо этого тоненького звука долетело до самого верха колодца, и сверху раздался вздох облегчения. Но почивать на лаврах было рано. Тельце олененка сотрясала сильнейшая дрожь от переохлаждения. Если срочно не согреть детеныша, гипотермия могла свести на нет все усилия. «Спускайте корзину! Быстрее!» — крикнул спасатель наверх. Сверху на толстом канате плавно опустилась глубокая плетеная корзина. Осторожно поддерживая голову и хрупкие конечности спасенного олененка, спасатель уложил его внутрь, убедившись, что малышка лежит безопасно и не выпадет при подъеме. «Тяните! Медленно! Без рывков!» Корзина с драгоценным грузом плавно пошла вверх, поднимаясь сквозь толщу сырого полумрака к теплому солнечному свету. Следом за ней начали поднимать и самого спасателя. Когда корзина достигла поверхности, десятки заботливых рук бережно приняли ее. Маленькая пленница колодца снова была на твердой земле под ласковыми лучами полуденного солнца. На поляне возле колодца тут же развернули импровизированный спасательный пункт. Малышку аккуратно уложили на мягкую подстилку. Ее пятнистая шкурка была насквозь пропитана ледяной водой, а тельце не переставало мелко дрожать. Спасатель, едва выбравшись наверх и даже не успев перевести дух, сразу же опустился на колени рядом с ней.
Взяв сухое мягкое полотенце, он и его помощники принялись энергично, но нежно растирать шерстку детеныша, от кончиков ушей до тонких копытцев. Растирание помогало разогнать застоявшуюся кровь и вернуть телу драгоценное тепло. С каждой минутой массажа дыхание олененка становилось все более ровным и глубоким. Мужчина бережно поглаживал малышку по голове, придерживая ее шейку и тихо разговаривая с ней спокойным, убаюкивающим голосом. Животные тонко чувствуют интонации. Страх в глазах олененка постепенно сменялся доверием и тихим спокойствием. Вскоре малышка уже смогла самостоятельно поднять голову. Она огляделась вокруг своими огромными, ясными глазами, в которых отражались зеленые кроны деревьев и лица людей, подаривших ей второй шанс на жизнь. Спасатель поднял олененка на руки, крепко и бережно прижав к своей груди, как маленького ребенка. Малышка уткнулась носом в его плечо, чувствуя живое человеческое тепло и ритмичный стук сердца своего спасителя. Опасность миновала. Трагедия, которая казалась неизбежной на дне холодного каменного мешка, благодаря мужеству, хладнокровию и самоотверженности, превратилась в настоящее чудо. После того, как детеныш полностью согрелся, восстановил силы и был осмотрен специалистами, наступил самый важный момент — возвращение в родную стихию. Неподалеку от места происшествия, в чаще леса, все еще ждала встревоженная мать. Когда олененка осторожно опустили на мягкую лесную траву, она постояла мгновение на окрепших ножках, оглянулась назад, словно благодаря своих спасителей, а затем резво скрылась среди изумрудных зарослей тропического леса, растворившись в шепоте листвы и лучах теплого солнца.